Дамы и господа, перед началом данной серии хотелось бы сказать, что в моем мерч-магазине пополнение! Маска GDH, фигурка смотрящего и лимитированная худи Уткар в количестве 1000 штук. Да, скорее всего уже все продано, но я очень надеюсь, что рекламирую это не зря. Ведь напоминаю, до конца этого сезона в любой заказ брелок утка ложка в подарок. А так как до конца сезона осталось недолго, советую поторопиться. Ссылка в описании, а мы начинаем. Какой кошмар! Сколько нас здесь? Ну, это наша аллея. Я же разобрался с тобой, когда был в параллельной реальности. Чего? Но я там не следил за тобой. Ой-ой-ой, уникальное явление, дамы и господа. Явление под названием «Правда». Луиза рассказала, если не все, то практически каждую деталь, в которую верит или знает сама. Да, речь про Междумирца, который директор организации, невольный создатель временных веток, тот, кто выбирал, какую ветку стереть, а самое главное, тот, кто оставил записку. Я ошибался, они не погибли. Кто они, непонятно, речь о чем-то или о ком-то. Мне нужно уйти. Луиза, если он справится, он придет в конец времени, чтобы найти меня. Я оставил птицу. Тут явно речь про меня, как нынешнего ложку получается. Не переживай за меня, продолжайте работу. Что ж, учитывая, что серия закончилась на Луизе, которая сама позвала меня к изначальному ложке, сейчас будет что-то мощное. Как говорится, всем привет, дорогие друзья. Я опять же ложка, да. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы готовы встретиться. Я ложка и он... Ложка. Если мы уже можем догадаться, что ложка хотел создать одну идеальную ветку, где, видимо, никого не потеряет, то... А что насчет реальностей? Напомню, они все еще страдают. А самое главное, зачем ты ушел в пансионат, черт возьми? Предыдущая серия закончилась на телепортации, продолжение следует, и что будет в продолжении, узнаем через 3, 2, 1. Так, поезд. О. Ага. Реально поезд. Локомотив, я бы даже сказал. А мне казалось, мы прям каким-то боком телепортировались туда, в пансионат. Ладно, Луиза, объясните, в чем дело? Почему? Зачем в пансионат? Ой, ложка. Ну разве я смогу объяснить, если вам до сих пор не очевидно? Так, ну да! Именно поэтому я и спрашиваю, Луиза! Харон, скажите, пожалуйста, перевозчики готовы? Да, конечно, госпожа Десаль. Перевозчики запрограммированы. Также я подготовил ручное управление. Держите, госпожа Десаль. О, спасибо, Харон. Но уверена, не понадобится. Госпожа Десаль, стандартная процедура для выхода члена совета директоров. Сами понимаете. Конечно, конечно. Пойдемте, ложка. Удачи, агент. Вам она понадобится. Зачем ты так говоришь? Ладно. Че, выталкивать будете, да? Ну, пока. Луиза, скажите, с какой скоростью едет поезд Синклита? Это невозможно определить, агент ложка, потому что скорость измеряется расстоянием за время, а времени здесь нет. А почему вопрос? Я просто уже второй раз спрыгиваю на полном ходу, но ничего не происходит. Никакого болезненного падения. Максимум какая-то инерция движения поезда. Это плюс жизни вне времени, ложка. Как только иллюзия хронологии остается за спиной, совершенно невозможно не то что умереть, даже удариться. Только вот, эти вот симпатичные ребята способны быть здесь без нареканий. Потому что они создают время внутри себя. О, с помощью скинта, да? С помощью скинта, да. Угу. А что представляет из себя пансионат? Как он существует-то?
Синклит, Лолошка, и все это пространство существует лишь благодаря одному артефакту — сфере времени. Но это я ее так называю. На самом деле у нее нет имени, потому что о ней никто не знает. Кроме генерального директора и меня, конечно же. Ну ладно, кажется, понял. Да-да, эта сфера распространяет влияние на определенный радиус во все стороны. По окружности этого влияния как раз и едет поезд. А в центре, как ты уже выяснил, мы сделали пансионат, потому что даже оторвавшись от времени существа, эмоционально не могут справиться с концепцией бесконечности. Что касается капсул пансионата, там мы лишь поддерживаем жизнь сотрудников, Лолошка. А когда проходит достаточно циклов, то в их тела впрыскивается особое вещество, которое возвращает им воспоминания об их ветках. Харон принимает их в последнем вагоне и отправляет на инструктажи. Так вот и получается, агент. Каждый раз сотрудники, можно сказать, обнуляются для возобновления работы. Их никто не помнит, они никого не помнят, и они готовы снова работать на благо организации. Ротация. Вот оно что. То есть, получается, вы просто раз за разом их используете и отправляете в небытие, чтобы потом снова использовать их? Да, я знаю, звучит действительно неприятно, но подумайте чуть глубже, агент. Синклит предоставляет сотрудникам идеальные условия. Вкусная еда, безграничные развлечения, а самое главное, интересная работа. Для каждого сотрудника рассчитано оптимальное расстояние до следующего обнуления. Никто не выгорает, никто не устает и никто не сдается. Отдых приходит ровно тогда, когда он действительно необходим. Вы на полном серьезе... А что такое? Вы этого, конечно, не видите, но ваш предшественник... Давайте называть директора так, хорошо? Ваш предшественник смог создать настоящую утопию, Лолошка. Ну да. Если не считать того, Луиза, что все эти сотрудники вымотаны и эмоционально травмированы. И вся эта работа держится только на том, что они боятся что-то сказать. Ой. Простите, агент. Я не хотела, чтобы вы считали, что я смеюсь над вами, но это наивность. Подумайте сами. Чем организация в худшую сторону отличается от жизни в ветках? Разве во времени люди не устают от работы? Не занимаются бесполезными ненавистными задачами, чтобы хоть как-то выжить? Луиза, черт возьми! Во времени у них хотя бы есть выбор! Но почему вы так уверены в этом? Что? Что вы имеете в виду? Ой, давайте проще, агент Лолошка. В организации все уверены, что они находятся в ней по личному выбору. Да. Или же уверены в той версии, которая больше подходит их типу и характеру. Как ваш Малецкий. Он, например, считает, что у него не было бы выбора в этом вопросе, потому что по характеру он более склонен к следованию и лояльности, чем к принятию решений. Что? И вы назначили его руководителем отряда? Ой, агент, поймите, в организации, где все процессы выстроены с помощью бюрократии, важны лояльные и эмпатичные сотрудники, потому что способность принимать решения в экстренных ситуациях уходит на второй план, когда все экстренные ситуации прописаны в протоколах. Эй, Луиза, вы сейчас правда хотите сказать, что в организации все счастливее, чем во времени? Подумаем. Жизнь организована гораздо проще, потребности всегда обеспечены. Да, агент Лолошка, я считаю, что тем, кто отвязан, намного проще, чем остальным. Да как? Как можно спокойно такое говорить? Вся их жизнь, Луиза, это сплошная ложь, неужели не понимаете? Цели, к которым они стремятся, выдуманы вами же. Их работа не имеет никакого смысла, а мечты нереализуемы.
Да, на данном километре так и есть. Именно поэтому вас и отвязали, Лолошка. Что? В смысле? Вы правильно поняли. В организации самое главное — смысл. Черт. И как я должен сделать? Как я должен добавить этот смысл? Поговорить с генеральным? Напомню, вы с ним один и тот же человек. И только от ваших решений, Лолошка, зависит наша судьба. Вот как. Ваша судьба, да? Поэтому мы сейчас направляемся к нему и... Я понял. Что вы поняли? Я понял, почему мы едем в эту странную пирамиду. И почему же? Потому что вы, Луиза, понятия не имеете, что делать. Вот как. Да, вы выполнили все предписания предшественника, но это ни к чему не привело. И теперь, когда у вас есть я, вы понятия не имеете, что со мной делать. Я не разделяю ни ваших, ни его взглядов. А информация, которую вы даете мне, заставляет только отдалиться от ваших идеалов и представлений. И, конечно, вы не придумали ничего лучше, как пойти разбудить босса и нажаловаться ему, чтобы он всю эту кашу расхлебывал. Что? Я не прав? Вы действительно оказались непрошибаемы. Я не была к этому готова. Но это моя ошибка. Что это значит? Ваш предшественник, Лолошка. Он был точно таким же упертым, но с другими убеждениями. В некоторой степени вы правы. Я действительно выполнила все указания и жду новых. Но я не вижу в этом причины для насмешки. Зато я вижу. Столько выпендривалась, чтобы показать, что знает больше, чем я, а в итоге сама ничего не может. Поймите, агент, если сотрудник не понимает, куда проекту двигаться дальше, он идет к начальству. Ну, мы подтвердили. Получается, Луиза правда не знает, что ей делать дальше. И... О, уже пришли? Именно. Вы готовы, агент Лолошка? Нет, Луиза. О, ну тогда не пойдем. Что? Вы сейчас серьезно? Нет, конечно, я просто пошутила. У вас нет выбора в этом вопросе. За мной. И, кстати, выбора и Эй, Луиза, постойте. Что еще? А как же парадоксы? Встречаться с самим собой ни в коем случае нельзя. Вы же сами Верно, верно, нельзя. Во времени, Лолошка. Да и в Синклите тоже нельзя. Но здесь можно. Почему? Сфера времени, Лолошка. Она нейтрализует все возможные парадоксы, а мы сейчас в самом центре ее действия. До тех пор, пока все временные аномалии происходят в зоне артефакта, все в порядке. Пойдемте. То есть вот ты все поглощаешь, все парадоксы. Офигеть, ты, кстати, реально огромная так-то. Из чего ты создана? Скинт? Собственно, все закрыто, да, мы закрыли Смолецкие. Мы молодцы. И что в итоге? Так. Она просто откроет, реально? Ну-ка. С того сантиметра, что он покинул нас, я не позволяла себе приходить сюда снова. Это было ужасным испытанием, но я знала, что если приду, обязательно захочу вернуть его. Итак, агент Лолошка, что бы он сейчас ни сказал вам, держите в голове, он многие метры провел здесь. А также держите в голове, что его действия и мысли в несколько раз превосходят своей моральностью ваши. О, вот как. Учитывая, что мы один человек, Луиза, не уверен, насколько это суждение может быть верным. Ну ладно, начинаем. Начинаем. Блин, абсолютное открытие. Так, что она? Впрыснула что-то. То самое, типа, что пробудился, да? Готово. Так. И что вот... О, господи. О, блин. Вроде все круто в этих масках, только кожа постоянно потеет. Прям сильно... Господин генеральный директор. Лу, я же просил тебя не будить меня. Да, господин директор. Я привела вашего преемника.
Что? Магия? Тут есть магия? Что? Все-таки пришел. Я не был до конца уверен. Что это значит? Ну... Я предположил, что это должно будет произойти. Рано или поздно должен был появиться подобный мне. Но такие вещи не отследить через ветки, сам понимаешь. Простите? То есть вы не знали наверняка? Что такое, Лу? Что значит что? А что было бы, если бы такого не появилось? Ну, как это? Организация бы продолжила существовать в том виде, в котором существует. Но ведь генеральный директор... Брось. Выйди, пожалуйста. Дай мне побыть наедине с собой. Что? Но как выйти? Я прошу тебя. Да ладно, хорошо. Ну что, приятно познакомиться. Значит, ты у нас тот самый, который смог попасть в ветку после ее конца? Да. А ты кто такой? Оу. Задавать правильные вопросы в ответственный момент никогда не было моей сильной стороной. Нет. Я задаю правильные вопросы. Почему ты генеральный директор этой ужасной организации? О. А вот это хороший вопрос. Только ответ на него не уместится в пару предложений. Ну тогда рассказывай не в паре предложений. У нас есть все время мира. Это верно. Что ж... Садись. Куда? Так. А теперь расскажи мне, из какой ты ветки? Из ветки, которая началась с моего решения пойти с Джоном в Вархей. Помню. Хорошая ветка. И выходит она, кстати, тоже из хорошей ветки. Твоя выходит из той, что открыла мне глаза на мир. Что это значит? Слушай, давай на чистоту, ты не похож на меня. Если бы ты был мной, ты бы знал, как сильно меня бесят недосказанности. Я знаю, поверь. Серьезно? И ты продолжаешь так делать? Да, привычка. Слушай, ты не представляешь, за сколькими версиями себя я следил. Очень быстро понял, что чем меньше я знаю, тем проще мной управлять. Я вообще-то пытался тебе намекать. Вот, кстати, именно тебе. Из твоей ветки. Например, когда я отправил тебя в прошлое и сказал, что ты должен был встретиться с Раей позже. Помнишь? Да, помню. Продолжай, блинский. Конечно, это был сон, я бы не отправлял тебя в прошлое физически. Но просмотрев твою ветку почти до самого конца, я понял, тех намеков было недостаточно. Но поверь, у меня были очень большие надежды на тебя. А ну-ка, давай рассказывай! Знал бы ты, насколько сложно было выстроить события так, чтобы ты оказался в ведомнии. По моим подсчетам, это был правильный вариант. До этого ты шел удивительно хорошо. Не идеально, но к тому моменту я понимал, идеально все равно не получится. Например, Эмрис. Помнишь? Он не был моей виной в том смысле, что не мое решение привело к его смерти. Но это была моя вина в том смысле, что я не остановил его смерть. Да ладно! Блин, прикольно! Получается, некоторую часть жизни мы прожили из-за абсолютного лоу-ложку. В какой-то момент, получается, мы разделились. Но в игре Бога мы были одним лоу... Йоу, прикольно. Понимаете, мы одновременно управляли и абсолютным лоу-ложкой, и вот этим, нашим вариантом, которым мы управляем вот, по сей день. Это так прикольно с точки зрения, что ты как бы ведешь сам себя, помня некоторые жизненные циклы из этих всех веток. Блин, это очень круто. Ладно, продолжай. Ну да ладно, вернемся к ведомнии. Давай. Знаешь, я был уверен, что ты сделаешь правильный выбор. Потому что мы же с тобой один человек, верно? Что ты выберешь, лоу-ложка? Вот это. Но ты удивил меня. Это был не первый раз, когда я удивлялся сам себе, но... Это был первый раз, когда я задумался, что...
Возможно, больше никогда не смогу найти идеальный вариант. Я не перестал следить за тобой, нет. Периодически даже смотрел за прогрессом. Но я понимал, что совершил огромную ошибку. О, 13 огней. Я правда думал, что если ты окажешься в ведомне раньше срока, ты в итоге не найдешь отправления и не откроешь врата. Тогда я признался тебе и признался в том, сколько страданий причинил, пытаясь их избежать. Я очень хотел, чтобы ты понял меня. И хотя оставаться в твоем сознании было огромной пыткой, я рассказал тебе куда больше, чем должен был. И все равно ты не понял. Да ты и не мог понять. Даже когда я сказал тебе, что считал, что все остальные реальности погибли, ты не придал этому никакого значения. Ты слышал только то, что хотел слышать. В моих словах тебе чудилось одобрение, поддержка нового пути. Помнишь? Итак, ребятки... Возможно, именно поэтому тебе в итоге удалось попасть сюда. Вау. Еще что-нибудь? Впрочем, на тот момент мне уже было плевать. Я сдался. Погоди, то есть ты хочешь сказать, ты наблюдал за моей жизнью и направлял в каких-то целях? Но... То есть ты хочешь сказать, что не знал об этом? Знал, конечно. Я же разобрался с тобой, когда был в параллельной реальности. Чего? Но я там не следил за тобой. О, чего? А вот эта информация еще круче! Ты продолжай. Говорю же, я сдался раньше, когда окончательно получил подтверждение тому, что в других реальностях остались живые существа. То есть ты хочешь сказать, до этого ты думал, что они все в других реальностях погибли? Я говорил с Вальдхаром незадолго до того, как он решил покинуть нашу реальность. К тому моменту мы не слышали от первых ни одной весточки за много-много лет. Мы подозревали, что постепенно реальности расходились друг от друга и расходились все дальше. И поэтому перестали контактировать друг с другом. Я очень просил Вальдхара не уходить, ведь он оставался последней ниточкой, что связывало меня с моим прошлым. Никто, ни Гуах, ни Фалинда, ни Нардуш, ни остальные не объявлялись после смерти Туилин. Я думал, что если уйдет и Вальдхар, я никогда больше не увижу его. В итоге так и случилось. Но это же неправда! Вальд вывалился в Мисре, стоило мне только воззвать к вратам! Но так у тебя это произошло после конца времени! И только из-за конца времени! А тогда... Тогда я действительно думал, что все остальные реальности погибли. Погоди, а что ты сделал, когда Джон смог достучаться до меня? Когда он открыл врата, и ты увидел, что параллельные реальности в итоге не умерли? Они живы? Нет, я понял, что что-то не так еще раньше. Когда ты получил то сообщение в Алатерре, помнишь? Наши датчики засекли аномалию, которую никто в Синклите не мог объяснить. Но я сразу понял. И не поверил. К тому моменту мы стерли уже бесчисленное количество веток, и признать, что другие реальности в порядке, означало признать, что выжившие там обречены на бесконечные страдания. Но когда ты смог открыть портал, когда из него появился Джон, я понял, насколько был неправ. И я не справился. Я больше не смог выносить тех страданий, что причинил другим. И я решил дать вселенной самой вернуться к порядку, который я так бездарно разрушил. Вот как. Но она в итоге не вернулась к порядку. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что причина, по которой столько существ страдают во всех реальностях, это ты? И лучшее, что ты придумал, когда осознал весь масштаб проблемы, спрятаться в пирамидку и спать? То есть... Эй, подожди, но неужели ты все еще не понял? Все эти страдания не будут иметь никакого смысла, когда я найду ту самую. О, серьезно? Знаешь, как-то не похоже, чтобы ты активно ее искал. Ну так отпуск. У меня отпуск, что непонятного? Серьезно? Неограниченный? Послушай, все, что происходит сейчас, не имеет никакого значения. И не будет иметь, когда ты найдешь идеальную ветку. Что? Я? Угу. Ты.
Мой взгляд, он замылился. Мои суждения перестали быть объективными. Но ты этим еще не занимался. Ты точно сможешь найти идеальный вариант. Погоди. То есть ты хочешь сейчас сказать, что твой план сдаться и повесить эту бредовую идею на меня? Эй, это не бредовая идея. Это идея, которая требует большого количества ресурсов. Но мы найдем идеал. Может быть, не ты, а тот, что будет после тебя. А может быть, еще дальше. Но это случится. А? Что ты имеешь в виду? Нет. Неужели? То есть ты хочешь сказать, что ты не изначальный? Смотря что считать изначальным. Для тебя я проводник и наставник. В твою ветку вклинивался только я. Но эту должность передал мне другой. Пойдем, покажу его тебе. О, капец, бляха-муха! То есть вы хотите сказать, что все это зацикленная история? Вы уже поговорили? Прошло же несколько сантиметров, разве нет? Луиза, подожди здесь, мы не закончили. Да, конечно. Погоди, а она здесь не останется навечно в итоге? Скажи, а почему ты все помнишь? Если я правильно понял Луизу, воспоминания в этих капсулах стираются. Угу, стираются. Если у тебя нет маски. И построенные из специального материала будки. А, ты про пирамиду, что ли? Да, про пирамиду. Во-первых, пирамида — это прекрасная фигура, в которой содержится не только символический, но и физический смысл. А во-вторых, вершина пирамиды направлена прямо в артефакт. Луиза говорила тебе про артефакт? Ну да, было немного, но я не особо понял. Объясню. Энергия артефакта ударяется об вершину и расслаивается по стенам пирамиды, создавая естественный барьер от нее самой. Во-вторых же, эта форма была выбрана мной, чтобы при пробуждении моей первой мыслью был мусор и ошибки, которые я совершил. Но слушай, ведь получается, не ты совершил эти ошибки, а кто-то до тебя, разве нет? Слушай, нам всем нужно научиться брать на себя ответственность. Кто бы из нас это ни начал, мы все один человек. Нет, это не так. А? Что значит не так? Объясни. Ну, я очень много думал об этом, с тех пор, как узнал, что образовалась альтернативная ветка. Ветка, в которой я убил Вальдхара. Я, который сделал это, и я, который принял решение этого не делать, это разные лоу-ложки. Не потому, что я считаю, что не способен был бы пойти на такой шаг, а потому что я точно знаю, что я не пошел на этот шаг. Я не жил с последствиями этого решения и не мог измениться в связи с этим. А это значит, что мы с ним разные люди. И если я правильно понимаю, новые ветки появляются в связи с принятием мной какого-то решения. Верно? Ну да. Вот-вот. А это значит, что каждый раз из одной ветки появляется 2 или больше новых, где каждый раз я принимаю какое-то значимое решение. А значит, есть где-то ветка, где я ведомый сделал другой выбор. Выбор там, например, начать править мирами вместе с Эбарда, а потом этот же лоу-ложка мог принять какое-то решение, типа, не знаю, убить свою любовь. И вот ты хочешь сказать, что лоу-ложка, решивший править мирами и убивший возлюбленную, и я, это один и тот же человек, да? Нет. Это разные люди. И вот эти черные пятна внутри себя мы пытаемся искоренить. Мы должны найти ветку, где даже случайные наши поступки никому не навредят. Где этот вред от нашего существования минимален. Ну, в целом я понял идеологию, да, я понял. Я прям очень хорошо, это вообще, это имба. 10 из 10, вот я не могу сказать другого, ну правда. Ну все, мы почти пришли. Вот она. Подожди, что? Это обычный саркофаг? Вот он, мой предшественник. Какого... Что, спросишь почему? Потому что его миссия была завершена. Как только ты примешь решение остаться здесь и начать свои поиски, я тоже перемещусь из будки, она будет разрушена, и если ты не справишься, то наступит твой черед строить себе будку и ждать появления следующего, кто разбудит тебя. Но Луиза же сказала, что это ты создал организацию. Ты правда думаешь, что Луиза никогда не была в пансионате? Да,
Она действительно была первой сотрудницей Синклита. Но не при мне. И даже не при нем. О, какой кошмар! Сколько нас здесь? Ну, это наша аллея. Черт. Но почему? Почему я узнал об этом только сейчас? А как бы ты узнал еще? Организация отлично справляется со своей задачей скрываться. Ну, да, я просто... Но... Почему смотрящий никогда ничего об этом не говорил? Как знаешь, он вообще молчун. Поговорить с ним можно только в пустоши. И он не любит вмешиваться в наши дела. Да и давай на чистоту. Что бы он мог сказать такого, что ты бы понял, не зная о ветках и конце времени? Он сказал, что его плащ разорван на нити. Он говорил про ветки? Скорее всего, да. Это действительно неестественное состояние для времени, быть раздробленным. Но мы обязательно решим это, когда выберем подходящую ветку и уничтожим все остальные. Что? Но как их уничтожить, если есть бесконечность параллельных реальностей, где нет никаких организаций? О, слушай, если так размышлять, никогда не придешь ни к какому ответу, Лолошка. Мы должны двигаться маленькими шажками. Сначала найдем подходящую ветку, а уже потом будем думать, как уничтожить оставшиеся. Погоди. Это мне говорит моя версия, которая до этого упрекала меня в том, что я не беру ответственность? Что это, как не безответственные отношения? Какая-то версия меня раздробила само время на бесконечность осколков, чтобы что? Чтобы другие версии расхлебывали эту бурду? Реально? Еще раз, когда мы найдем то, что ищем, все это не будет иметь никакого значения. Ни ты, ни я, никто из нас. Никто не будет иметь значения. Останется только тот идеальный Ло, который сможет прожить лучшую жизнь без потерь. Да нет же! Нет! Нельзя говорить так! Нельзя говорить, что все эти страдания не имеют значения! Они никуда не исчезнут! Они только приумножатся! Неужели ты не понимаешь этого? Они приумножатся, когда мы начнем уничтожать все ветки! Тише, ты не знаешь, но когда останется только одна ветка, артефакт уничтожит оставшиеся полностью. Так, будто их никогда и не существовало. Черт! Как этот артефакт вообще работает, а? Проще простого. Если в ветке не остается живых организмов, она уничтожается. Да это же глупости! Есть деревья, есть растения, они же как-то выживают, разве нет? Повторяюсь, после уничтожения и пока не останется одна ветка, мы не узнаем. Да какое уничтожить? Я не могу больше терпеть такой отказ от ответственности. Я пришел сюда за ответами. Ответами, как все исправить, а не за перекладыванием решений на плечи будущих себя. Отвечай! Отвечай, черт возьми, как все исправить? Как сделать так, чтобы время перестало страдать? Ты ответишь. За это безрассудный мальчишка. Смотрю, ты не полностью потерял контакт со своей искрой, раз можешь пользоваться пустотной магией. А что, ты утратил полностью? Нет, я преобразовал ее, чтобы она подчинялась мне даже здесь. Фиолетовая магия. Это... Стоп. Ты пользуешься той же силой, что была у Тадмавриэля? Понимаю. Ты считаешь, что эта магия отвратительна, но это просто ее продолжение. Более сильный и легко контролируемый вариант. Да прекрати же ты, наконец! Пусти! О, и ведь я тоже когда-то был таким же, как ты. Тоже думал, что смогу исправить все ошибки, пока не понял, что другие версии меня не смогли этого сделать. Потому что другого варианта не было. То, что совершил первый, воспользовавшись артефактом, невозможно отменить.
Я покажу тебе, что мы можем исправить, если ты согласишься следовать нашей цели. Невер. Именно, Лолошка. Есть ветки, где он не умер. Что касаемо этого тоже можно было избежать. О, ё-моё! Перестань! Перестань! Я не хочу это вспоминать! Нет, смотри! Пойми, сколько всего ты натворил! Сколько смертей на твоей совести! О! Подожди, а GDH где-то мог погибнуть, интересно? О, было. Помню, было, да. Как? А, это же мы убили Шангрина. Но это, блин, правильный выбор был на тот момент, разве нет? Прошу, хватит! Прекрати мне это показывать! Хватит! Черт возьми! Я не хочу верить, что столько вариантов меня готовы пойти на такое безумство! И даже если они готовы, то я не готов! Если избавляться от всех тяжелых переживаний, то потеряются и эти! Пойми, все хорошие тоже пропадут. Все значимые моменты, все, что имеет в жизни смысл, оно же потеряется. Потеряется, если перестать брать ответственность. Когда я выбрал, чтобы ведомни никогда не было, я поддался тому же порыву, что и ты. И сейчас понимаю, что был неправ. Удалив эту страницу из книги своей жизни, я потерял столько друзей. Во мне столько воспоминаний, которые теперь я ни с кем не могу разделить. Хватит! Тогда я думал, что я стираю чужие страдания. Но вместе с ними я стирал все то счастье, которое делало эти страдания стоящими того. Пойми, я не дам никому, даже себе, продолжать совершать эту ошибку. Тогда у меня вопрос. Неужели ты дашь своим друзьям умереть просто так? Что ты делаешь? Я не имею над ними власти, чтобы решать их судьбу. Но знаешь, я готов умереть сам, чтобы сохранить те воспоминания, что сделали нас друзьями. У тебя нет другого пути. Поверь мне, я искал их. Я путешествовал по мирам достаточно, чтобы понять, что другой путь есть всегда. Глупец, одумайся! Ты сейчас сделаешь жертву всех нас бесполезной! Как же ты этого не видишь? Все мы, все версии тебя стремятся к тому же! Пожертвовать собой, чтобы спасти максимальное количество людей! Нет, это ты! Ты одумайся! Отказ брать на себя ответственность за свои решения — это не спасение! Когда-нибудь ты поймешь. О, боже, бляха! Лолошка, что вы делаете? Кажется, такого еще никогда не было. О! Ой-ой-ой. Чё тут было? О, боже. Я дам тебе время подумать. Пойми нашу позицию. Прислушайся к ней, ко всему, что я сказал и показал. И возвращайся с ответом. О. Хотя, кто знает,
Может, ты и правда придумаешь другой путь. Но если нет, то ты должен будешь заменить меня на этом посту. Мы не можем оставить все как есть. Мы должны завершить миссию. Так или иначе. О боже. Боже, блин, и самое главное, ведь оба правы в какой-то степени. Привет, Харон. Я отведу тебя в вагон-стационар. Вот так вот, просто отведешь. А, окей, я думал, ладно, встать. О, проснулся. Агент Лололошка, вы непозволительно пренебрежительно относитесь к своему здоровью. Хорошо, что вы быстро восстанавливаетесь. Всего несколько метров и как новенький. Я вас выписываю, но прошу, отдохните как следует. Ну да, спасибо, медсестра. Черт. Так, все нормально будет. Это, кстати, реально единственная его фраза. Просто 3 точки. Жесть. Блин, вы понимаете, что по сути своей наш Лолошка не согласен с тем, что если найти нужную линию, нужную ветку, то все как бы станет само собой нормально. Самое главное, Междумирец, ну то есть тоже Лолошка, он говорит: не узнаем, пока не попробуем. Мы не узнаем, пока не останется одна ветка. На удивление, этот Междумирец, он вообще пошел по другой жизни. То есть, мне, знаете, у меня ощущение, что все Лолошки, которые лежат в саркофагах, они шли примерно одним путем. Они все принимали вот эту вот фиолетовую магию. Они все каким-то боком принимали те решения, которые в итоге создавали из них Лолошку, который готов жертвовать. А наш Лолошка — это первая версия, которая с другими намерениями и с другим складом ума попала в организацию. Это в целом можно отслеживать на протяжении многих серий, но... Вау, это было сильно. Я даже на миллиарды процентов уверен, что в процессе всего того, что происходило, мне помогал Джон. О, кстати, я не могу использовать планшет. То есть он вообще не работает. Стандартный планшет. А, не работает. Так, погоди-ка. Да... Я не могу выйти! Ладно, я принял. И теперь у меня складывается ощущение, что остается последний выбор, дамы и господа. Выбор, который будет совершен в последней серии. Удивительно, но я действительно это говорю. Следующая серия... Финал. Каким главным будет отличие нашего Лолошки от всех предыдущих, кто в итоге попадали в организацию? Поживем, увидим. Но ждать придется совсем недолго. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Как говорится, дальше больше. И ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Мы всегда будем стараться сделать лучше. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Междумирец. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.